Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. В прошлом выпуске мы с вами разбирали, как открыть два финальных задания Duo Die Hurry Up и Jericho Missile Mayhem на автомате Iron Man от компании Stern Pinball. Если вы вдруг не смотрели этот ролик, рекомендую вам посмотреть сначала его, а потом уже этот. Ссылочка на первую часть разбора появится сейчас вот здесь. Если вы смотрели первую часть, то продолжим разговор о том, как открыть третье финальное задание, которое называется Duo Die Multi-Ball. Это суперсложное задание для открытия, потому что вам нужно будет не просто открыть всех персонажей, а вам нужно будет всех их пройти. Если вы проходите персонажа, иконка с ним будет мигать на поле до конца игры. Если вы проигрываете шар, заново открывать и проходить этого персонажа уже не нужно. Теперь давайте разбираться, что нужно сделать, чтобы пройти всех персонажей. Собрав первый раз Iron Man по буквам, все красные иконки рядом со стендап-таргетами начнут мигать. Попав по любому красному стендап-таргету, у вас запустится режим Fast Scoring. Суть режима в том, что у вас будет 40 секунд, и каждое срабатывание датчика на поле будет давать вам 10 тысяч очков. Но можно увеличивать это значение на 1000, попав по любому красному стендап-таргету. После того, как время выйдет, режим закончится. Для того, чтобы пройти персонажа Iron Man, вам нужно будет проделать все то же самое еще 2 раза. Во втором случае вам нужно также собрать слово Iron Man по буквам. Буквы будут открываться по такому же принципу, как и в первый раз. После того, как вы соберете Iron Man 2 раза за игру, в левой рампе у вас загорится Extra Ball. Попав туда, вы получите возможность сыграть еще на 1 шар больше. Во второй раз вместо режима Fast Scoring вы будете играть другой режим, который называется Double Scoring. В этом режиме у вас также будет 40 секунд, но все очки на поле удваиваются. Теперь маленькая стратегическая хитрость. Если у вас случается такая ситуация, что вы открываете Double Scoring, а после у вас в центральном лупе доступен для открытия Duo Die Hurry Up, и вы также его открываете, то отсчет очков будет начинаться в этом задании не с 35 миллионов, а с 70. Тем самым, если у вас получится, за одно попадание вы сможете срубить приличный куш. После того, как Double Scoring закончится, нужно будет в третий раз собрать слово Iron Man. Только в третьем случае буквы будут загораться только за точные попадания по буквам соответствующим таргетам. После того, как вы соберете слово в третий раз, иконка Iron Man начнет мигать, показывая, что вы успешно прошли этого персонажа. И попав по любому красному таргету, у вас начнется Iron Man Scoring. Режим будет длиться всего около 20 секунд. В этом задании начнется хurry-up с максимальным значением 750 тысяч очков. За каждое попадание по красному таргету вы получите столько очков, сколько отображается на экране в данную секунду. Второй персонаж для прохождения — War Machine. Когда вы его открываете, у вас запустится War Machine Multi-Ball. В этом мультиболе у вас будет 2 шарика на поле. В самом начале этого режима у вас будет таймер на 20 секунд. Пока он не закончится, вы можете добавлять шар в этот мультибол, если попадаете в сектор с War Machine. Ваша задача — уничтожить 4 дрона, попав по каждому синему стендап-таргету. Дальше загорятся 5 красных стрелок на поле, это двойные супер-джекпоты. Теперь вам нужно выбить их. Если вам удастся сделать это, в секторе с War Machine загорится супер-джекпот. Попав туда, иконка с War Machine начнет мигать, и второй персонаж будет пройден. Третий персонаж — Iron Monger. Когда вы его откроете, у вас запустится Iron Monger Multi-Ball. У вас будет 3 шарика на поле, и вам нужно будет вновь поднять Iron Monger, попав в любой из лупов. Когда Iron Monger появится на поле, вам нужно будет 6 раз в него попасть, после чего он спрячется под поле. Вам останется его прикончить попаданием в центральный луп, после чего персонаж Iron Monger будет пройден. Следующий персонаж — Whiplash. Когда вы его открываете, у вас запускается Whiplash Multi-Ball. Это мультибол с 2 шарами. Чтобы пройти персонажа Whiplash, вам нужно попасть 4 раза по любым красным стрелкам, после чего они погаснут. И активировать их вновь можно, попав по любому желтому стендап-таргету. После чего вам нужно будет еще 9 раз попасть по красным стрелкам, и после этого еще раз попасть в желтые стендап-таргеты, где и будет скрываться финальный супер-джекпот. После попадания по нему персонаж Whiplash будет пройден. В режиме Whiplash Multi-Ball вы также можете вместо красных стрелок попадать по желтым стендап-таргетам, рядом с магнитом. Но я бы не рекомендовал вам этого делать в силу того, что магнит будет случайным образом отбрасывать шарик в разные стороны, и есть шанс, что вы просто не успеете его поймать. Поэтому лучше закидывайте шарик по красным стрелкам. Для того, чтобы пройти дронов, вам нужно 4 раза собрать по 8 дронов, после чего иконка начнет мигать. Вообще это самое сложное задание, потому что, собрав первые 8 дронов, вам нужно будет запустить War Machine Multi-Ball. После того, как он закончится, вам опять нужно собрать 8 дронов и опять запустить War Machine Multi-Ball. В итоге получается, что вам нужно, чтобы пройти дронов, открыть War Machine Multi-Ball 4 раза. Но и здесь есть нюансы. На каждом следующем уровне дронов максимальное количество активных дронов на поле будет уменьшаться. То есть на втором уровне максимально на поле может быть 3 дрона, на третьем уровне всего лишь 2.
а на 4-м будет только один активный дрон. И проблема в том, что вы не можете добавлять дронов в War Machine больше, чем это разрешается на уровне. Когда все 5 персонажей будут пройдены, а иконки с ними будут моргать, вы можете открыть третье финальное задание Do or Die Multiball в центральном лупе. В этом мультиболе вам дается 90 секунд. Шары бесконечные на протяжении всего этого времени. Стандартное попадание дает 1 миллион очков. Но попадая в рампы, максимальное значение за попадание увеличивается на 1 миллион. Максимально можно поднять до 10 миллионов. По истечении 90 секунд игра остановится, и автомат выдаст вам шарик заново. И игра начнется сначала. Но как и везде, награда за прохождение тех же самых заданий будет куда выше, чем обычно. Как и сложность этих заданий, она также увеличится. Вот, в общем-то, все основные правила по этой игре, опять же, если не вдаваться совсем в глубокие дебри. А, кстати, забыл еще сказать, что в качестве награды в щите может выпасть какое-то количество очков или экстра-болл. Во время мультибола щит добавляет шар в игру. В режимах со временем он может добавить время к таймеру. Также он может увеличивать умножение в конце раунда на единицу и максимальное умножение в конце раунда в этой игре x25. Если уж я что-то забыл упомянуть, не серчайте, потому что я расскажу об этом на нашем ближайшем стриме, который пройдет в следующее воскресенье в 19:30 по московскому времени. Поэтому, чтобы не пропустить его, как и наши новые видосы, подпишитесь и дзынькните в колокольчик. Если вам что-то было непонятно или у вас есть что нам сказать, не стесняйтесь, говорите все на чистоту. Мы всегда вам ответим. Или просто напишите нам что-нибудь для продвижения этого видео. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока!